Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня я в гостях у своего друга Тихона. Канал его называется Тихон Готовь и Путешествуй. Ссылочка будет внизу. И я решил приготовить с ним вкуснейшую пиццу. Причем из своих же, копченостей, которые... Да, деликатесов. Да, деликатесов. Но вот с тестом пока не работал. То есть не могу, не умею. Поэтому я хочу попросить маэстро показать мне, преподать хороший урок, как замесить. Сейчас, как я все это замесю. Друзья, пиццу мы будем готовить завтра утром, и для того, чтобы пицца получилась вкусной, тесто нужно хорошенько выбродить и расстояться, поэтому мы его замешиваем сегодня вечером, всю ночь оно будет расстаиваться, подходить медленно, это будет делать, мы его оставим в прохладном помещении, для того, чтобы оно не активно росло, а медленно бродило, и завтра уже будем готовить пиццу, и первым делом нам нужно замесить хорошее вкусное тесто. Хорошее вкусное тесто готовится не только на пшеничной муке, но и на муке из твердых сортов, поэтому сегодня у нас будет два вида муки, что вы сейчас и увидите, и первым делом я снимаю кольцо, потому что с тестом, с кольцом жене. Да, а вы берите блокнотики и быстрее записывайте. Или перематывайте и слушайте, что он вам рассказывает. Это очень важная информация. Да, чтобы не заморачивать вам голову граммовками, они все будут в описании под видео, а мы просто начнем приготовление. Здесь у нас обычная пшеничная мука высшего сорта и семолы. Это мука грубого помола. Фактически наша манка, только она еще чуть-чуть более мелкая. Мы их хорошенько смешиваем между собой. За счет этой муки у нас получится замечательная хрустящая корочка и очень приятный вкус. И сюда же сразу добавляем сухие ингредиенты. Это соль и сахарный песок. И, конечно же, сухие, быстродействующие дрожжи. Я думаю, все эти ингредиенты есть у каждой хозяйки на кухне, да? В любом супермаркете эта мука продается. Многие спрашивают, где ее купить. В Перекрестке, в Пятерочке, она всегда стоит на полке. Нужно просто присмотреться. Хорошенько их перемешиваем между собой и добавляем воду. Воду мы используем холодную, для того, чтобы у нас дрожжи не стали сработать прям сразу, с этого момента, а постепенно набирали свою силу. Как раз к завтрашнему утру все будет достаточно хорошо. И постепенно начинаем замешивать тесто. Сейчас не нужно бояться, тесто будет достаточно липкое. Оно не должно получиться как хлебное, как пирожковое, такое плотное. Оно может даже немножко прилипать к рукам. Но после того, как оно выстоится, как она постоит 12 часов, она станет эластичной, не будет прилипать к стенкам, будет легко, хорошо формоваться, при этом большое количество пузырей внутри придадут эту волшебную структуру, как и должна быть пицца. То есть мы приготовим настоящую пиццу. Я думаю, что итальянцы найдут до чего докопаться, но тем не менее. Потихонечку вмешиваем сухие ингредиенты в воду и начинаем перемешивать. Обязательно собираем всю муку по стенкам. Каждый раз берем края теста и вминаем его в центр. На самом деле этот рецепт теста еще хорош тем, что за счет большого количества воды, которое потребуется для того, чтобы тесто во время выпечки именно активно поднималось, замешивать такое тесто нетрудно. Видишь, оно сразу быстро собирается, то есть не нужно долго вымешивать. Плюс мы воспользуемся методом ленивого замеса, и за счет долгой расстойки у нас произойдет естественная миграция влаги между мукой и водой. Тут я буду записывать. Она перераспределится плавно, хорошо. И вот сейчас буквально еще минутку я помешаю. Мы просто закрываем пленкой и оставляем. То есть нам не нужно прям добиваться гладкого эластичного теста. Время все сделает за нас. То есть за ночь она подойдет, она будет полностью готова. Мы с тобой спокойно ложимся, начинаем спать с мыслями о вкусном завтраке, а время все делает за нас. Самое главное, чтобы температура внутри помещения была действительно прохладная. То есть желательно оставить это где-то на балконе, на террасе. У нас сейчас на улице где-то 9 градусов, 10. Это достаточно хорошая температура. Можно даже убрать в холодильник, чтобы там было 4-6 градусов. И буквально за час до начала приготовления пиццы мы его переставим в теплое помещение, чтобы тесто нагрелось и более активно начало расти. Это тесто еще куда можно использовать? Для каких целей? Да просто большое количество лепешек. То есть не обязательно готовить там пиццу, делать соус, большое количество начинки. Просто завтра сделаем лепешку, например. Можно ее сбрызнуть оливковым маслом, посыпать какой-нибудь травкой или сухим сырочком и запечь. Итак, друзья, у нас наступило утро. Тесто наше полностью готово, подошло. Теперь пришло время нам нарезать все наши ингредиенты для пиццы. А у нас сегодня будет и домашняя колбаска, которую я изготавливаю. Также грудиночка. А пока я буду нарезать данные ингредиенты, Тихон мне поможет приготовить соус. Точнее, приготовит его сам.
Ну, мы приготовим соус. У нас как раз разгорается тандыр, и это вот очень удобное место для того, чтобы сварить хороший яркий томатный соус для пиццы. Ну и как раз он прогреется, можно будет начать работать с тестом. К тому моменту будет и соус готов, и начинку ты нарежешь, Да. и все да. у нас будет вкусно. Занятие недолгое. Тут нарезать, там сварить. Как раз это то время, пока прогревается тандыр, и можно будет сразу печь. Тогда не будем терять времени и приступаем к приготовлению. Я тебя оставляю тут, сам отправляюсь к тандыру. Отлично. Приступаем к нарезке наших ингредиентов. Первым делом я хочу порезать колбасу. Начнем с колбасы говядина с сыром. Шикарная колбаса. Рецепт этой колбасы и многих других колбас обязательно будут на нашем канале в «Коптим вместе». Свино-говяжья. Также в этом рецепте мы будем использовать, естественно, грудинку горячего копчения. Подробный рецепт есть на моем YouTube канале. Ссылочку на это видео оставлю где-нибудь здесь. Итак, разрезаем. Все, грудиночку порезали. Я думаю, этого более чем достаточно. Сейчас я разрежу ее на две части. Мясные заготовки нарезаны. Далее давайте натрем сыр. Сыр натерли. Приступаем к нарезке лука. Режем его тоненькими кольцами. Ну что ж, друзья, а мы готовим томатный соус. Крестовин ее остановил, устанавливаем на нее казан. Наливаем небольшое количество оливкового масла и отправляем туда 500 грамм перетертых томатов. Туда же добавляем орегано и черный перец. И немного воды. Наша задача сейчас хорошенько выварить соус для того, чтобы он загустел. И за это время как раз в теплой ароматной смеси орегано и черный перец отлично раскроют свои ароматы. По желанию еще можно добавить тертый на мелкой терке чеснок. Тоже будет очень вкусно. Но мы еще потом сбалансируем вкус с солью и сахаром. Добавляем чайную ложку соли и столовую ложку сахарного песка. Ждем буквально 1-1,5 минутки и снимаем с огня. Пускай остывает, он уже достаточно загустел. Ну что, друзья, нарезка у нас готова, соус у нас остывает. Самое время заняться тестом. Оно шикарно увеличилось в объемах. Посмотрите, какое оно пушистое. Теперь наша задача его сформировать в шарики, из которых мы будем катать пиццу. Теперь берем кусок теста и к центру вот так вот его заворачиваем. У нас с этой стороны получился такой гладкий шар. Немножко его покатали. Такой вот замечательный колобочек получился.
А этот кусок разделим напополам и приготовим из него лепешки, как и хотели. Дадим тесто отдохнуть буквально 10 минут, для того, чтобы после того, как мы его руками помяли, оно снова стало плотное, чтобы оно расслабилось. После этого будем растягивать коржи для пиццы и уже отправляться к тандыру. Отлично. Тесто отдохнуло, можем переходить к приготовлению пиццы. Мы не будем, как итальянцы, кричать, что тесто раскатывают только руками, растягивают обязательно. Можно воспользоваться скалкой, сильно хуже от этого не будет. Да, если руками вы умеете, То, пожалуйста. то это хорошо. Больше воздуха останется, разумеется, да. Еще более пушистое, воздушное будет тесто. Не умеете? Но этот Подайте рецепт скалкой. больше для всех подойдет, потому что не все умеют же, да, руками. Да. Пусть будет чем проще, тем лучше. Берем наше тесто, хорошенько его в этой муке со всех сторон обваливаем. Формируем легкие бортики и немножко вот так вот руками разминаем центр. Наша задача сделать центр тоньше, чем борты. Какой толщины, каким диаметром, это уже зависит от того, ну, какой противень, какая духовка или какие какой камни камень, для да, выпечки, да. Мгм. То есть мы стараемся сделать максимально на весь объем камня. И если мы сейчас наложим начинку, наше тесто станет более влажным, центр более тяжелым, нам будет очень тяжело перенести его куда-то. Поэтому сразу сейчас корж Мы выкладываем помещаем на лопатку. И здесь еще раз его немножко разравниваем. Теперь мы берем наш замечательный соус и небольшим слоем распределяем его по всему коржу. Начинаем с центра, правильно? Да, так удобнее всего будет распределить его. Стараемся не попадать на борта. Тихон, соус ты уже намазал, размазал. Скажи, пожалуйста, какая у нас будет начинка для пиццы? Вот Да, конкретно. мне кажется, все, что душе угодно. То есть первая основа базовая, это идет сыр. Он нужен для того, чтобы у нас эта тянучесть хорошая была, когда мы разрежем. И лучше всего для начала использовать твердый сыр по типу пармезана. И теперь такое же небольшое количество сыра моцарелла. Сыра в пицце много не бывает. Это точно. И теперь колбаски, грудинку, маслины, лук. Все То, выкладываешь что мы как раз нарезали. так, как ты видишь. Ты художник. Я так вижу, да? Так. Идем к камню и сбрасываем первую пиццу на него. Идем. Стараемся делать это резко, чтобы не сильно деформировать нашу пиццу. От себя лично хотела бы поблагодарить Ивана с канала Маэстро Барбекю, который подарил мне эту лопатку для гриля Weber. С ней намного удобнее стало пиццу делать. Ну и здесь все то же самое. Снова раскатываем, снова растягиваем, снова формируем бортики. Ну что ж, мой друг и коллега, я хочу посмотреть, как вы видите начинку следующей пиццы. Пармезанчик. Я, пожалуй, помогу вам и добавлю немного моцареллы. Так, я начну с грудинки. И знаешь, в принципе, у нас от соуса осталось немножко орегано, сухой травкой можно посыпать, будет очень вкусно. Ну что, идем дальше снимать на камень? Конечно. Мой дебют. Итак, 3 пиццы мы уже приготовили. Они ожидают своего часа на камне. Тем временем мы еще раскатали одну лепешку. И сейчас мы ее начиним. Да. Чем? Да просто оливковое масло и вкусные ароматные травки. Вот и все. Можно пальцами делать такие дырочки, чтобы оливковому маслу было где собираться. И прям, Сильно поливать не нужно, да? да, просто Немножечко взбрызнуть. взбрызнуть. Мгм. И посыпай сухими травками. Все камни устанавливаем на этажерку и отправляем запекаться в тандыр. Он у нас разогрелся, температура должна быть высокая, желательно 350 градусов. Ну, дома, если в духовке вы готовите, то ставьте максимальную, какая у вас есть, 250, 270. Чем выше, тем лучше. Пицца готовится быстро. И вопрос. Конвекция включается в печке? Да, лучше включать.
Лучше Домашних включать конвекцию, да. Готовьте с конвекцией. Можно поворачивать, чтобы равномерно со всех сторон пропекалось. Пицца должна готовиться быстро, чтобы тесто снизу и сверху быстро приготовилось. Начинка у нас уже практически готова, и все, что ей нужно, это чтобы сыр расплавился. Открываем крышку, Жар отличный. устанавливаем пиццу. Пиццу мы загрузили в тандыр. Сколько нам ждать по времени? 7-10 минут максимум. Блин, что ж так долго? Мы хотим есть. Ладно, подождем. Да. Вот так ходить. Сейчас, давай вот так. Здесь показать вытоптанную дорожку. Ну что, еще не готово? Нет, еще не готово. Ну что, достаю? Давно пора, я уже заждался. Уже изнемогаю. Я открываю крышку. Опа. Наши пиццы готовы, они шкварчат, они прям пышут Ароматные. жаром, ароматные, да. Поэтому, кстати, Тихон, давай на лепешку добавим еще свежего базилика. Давай пару листочков. И теперь я предлагаю тебе уже как можно Время. скорее разрезать и попробовать. Вот это произведение искусства, мне кажется, по-другому его нельзя назвать. К дегустации я налил нам по бокальчику пенного. Берем горячую пиццу Время пробовать. и пробуем. И рука в космосе, да? Мгм. Это потрясающе. Чувствуешь, какое тесто прям, оно мягкое. Да, тесто отличное. Будем заканчивать нашими традиционными словами. Если же вам понравилось наше видео, обязательно подписывайтесь на канал Тихона, на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайки, большие пальцы вверх. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Также пишите любые комментарии, задавайте любые вопросы. И давайте дружить вкусно. Правильно, Тихон? Да, А обязательно. также не забывайте про нашу страничку в Инстаграме и ВКонтакте. Ссылочки все будут внизу. Всем удачи, всем пока и до новых вкусных встреч. И маленькая ремарочка. Если вам нравится такой формат видео, напишите мне об этом. Пока. Пока-пока.